Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня будем с вами вязать вот такой красивый ажурный узор. У него красивая изнанка, и я считаю, что этот узор можно назвать двусторонним узором. Схему к этому узору составила наша любимая Айрин Близзард. Мы уже много узоров связали по ее схемам. Ссылки на мастер-классы по вязанию этих узоров я оставлю под этим видео. В описании к схеме Ирина отметила, что этим узором связан топ от интернет-магазина Ренатенго. Но фото самого топа мы не нашли, ни Ирина, ни я, а нашлось только фото этого узора. Я хочу заметить, что на фото узор связан на машине. Поэтому стопроцентной похожести добиться не получится. Но узор симпатичный, согласитесь. Давайте мы с вами его будем вязать, но прежде посмотрим на схему. Вот схема, которую составила Ирина. Узор несложный, но здесь есть некоторые нюансы. Раппорт узора составляет 10 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Перед раппортом в высоту мы вяжем 2 установочных ряда, которые в раппорт не входят. Схема составлена для кругового вязания. Это значит, что все ряды на схеме показаны как лицевые. И при круговом вязании вы читаете все ряды справа налево. При поворотном вязании мы лицевые ряды читаем справа налево, поворачиваем работу и вяжем, читая ряды слева направо. И уже в изнаночных рядах мы будем читать обозначения наоборот. Лицевая петля в лицевом ряду, в изнаночном ряду будет вязаться изнаночной петлей. И наоборот, изнаночная петля в лицевом ряду будет вязаться лицевой петлей в изнаночном ряду. Это все, что надо знать относительно этой схемы. Давайте мы с вами начнем. Мы с вами свяжем 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 22 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый установочный ряд. Все петли лицевые. Второй изнаночный установочный ряд вяжется по схеме. Не забыли, что мы в изнаночных рядах читаем условные обозначения наоборот. Вот у нас лицевые петли в начале ряда. Мы провязываем их изнаночными. 4 изнаночных, 2 лицевых, 4 изнаночных. Это мы провязали 1 раппорт и вяжем точно такой же второй раппорт. 4 изнаночных, 2 лицевых, 4 изнаночных. Провязали 2 установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. Начинаем вязать сам узор. Третий лицевой ряд. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид
2 изнаночных. Снова делаем накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, и мне нужно петли развернуть. 2 лицевые. Это мы провязали петли одного раппорта, вяжем второй раппорт. Точно так же 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые в конце ряда. В дальнейшем я не буду вам говорить петли одного раппорта, петли второго раппорта. На схеме видно, где у нас раппорты начинаются и заканчиваются. Я буду говорить общее количество петель. В 4 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные петли вяжем изнаночными. И накиды в этом ряду мы вяжем лицевыми. Вот накид, лицевая петля. Снова накид, мы вяжем лицевые. В общем, петли вяжем по рисунку, накиды лицевыми. Пятый лицевой ряд. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В конце ряда 1 лицевая. В 6 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, но накиды, вот накид, мы вяжем изнаночными. Таких рядов в узоре больше всего, где полностью вяжется по рисунку, но накиды изнаночные. Я буду пропускать, я буду вам просто напоминать о том, как вяжутся накиды в том или ином изнаночном ряду. Седьмой лицевой ряд вяжем точно так же, как вязали 5 ряд. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая в конце ряда. В 8 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Девятый лицевой ряд. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид, 4 изнаночных. Мы вяжем 9 ряд точно так же, как вязали 5 и 7. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая в конце ряда. В 10 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными.
11 лицевой ряд, 3 лицевые, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, делаем накид. 6 лицевых. И повторяем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевых в конце ряда. 12 изнаночный ряд. Здесь петли вяжем по схеме. 1 лицевая, 8 изнаночных. Две лицевых, 8 изнаночных. И 1 лицевая в конце ряда. Вот уже в 12 ряду мы начали вязать ажурные элементы в шахматном порядке. Тринадцатый лицевой ряд, 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, 4 лицевые. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, делаем накид, 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 1 изнаночная в конце ряда. 14 изнаночный ряд. Здесь петли вяжем по рисунку, накиды вяжем лицевыми. Вот у нас в начале 2 лицевых, 6 изнаночных. И так далее. Не забываем, что накиды здесь вяжем лицевыми. 15 лицевой ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 изнаночных в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды здесь вяжем изнаночными. Семнадцатый лицевой ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид, 4 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид, 2 изнаночных в конце ряда. 18 изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Девятнадцатый лицевой ряд вяжем точно так же, как вязали 15 и 17. 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид, 4 изнаночных,
Накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночных в конце ряда. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. В 21 лицевой ряд сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид 6 лицевых. Делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И повторяем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид 6 лицевых, накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двадцать второй изнаночный ряд, здесь петли вяжем по схеме. 4 изнаночных, 2 лицевых, 8 изнаночных, 2 лицевых и 4 изнаночных в конце ряда. Это был последний ряд раппорта. Мы провязали 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Вот посмотрите, какой получается красивый ажурный узор. Прекрасно смотрится на нитках разной толщины. Здесь тонкий акрил, 50 грамм, 200 метров, спицы 2,5. Здесь полушерсть, 50 грамм, 135 метров, спицы номер 3. Прекрасно будет смотреться из хлопковых ниток, из смесовок хлопком. Очень такой весенний-летний узор. Давайте скажем спасибо Ирине за схему узора. Ссылку на ее группу ВКонтакте я оставлю под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть. Ссылки на наши соцсети находятся под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.